Ребята, всем привет! Сегодня у нас видео по распаковке очень даже интересных вещей. Наконец-то я купил себе камеру. Вот у нас есть такие посылочки. Будем сейчас их распаковывать и смотреть. Вот сама камера. А это я попутно буду рассказывать, где и что. Давайте начнем с камеры. Купил GoPro 8 версии. Обычная стандартная комплектация, без карты памяти, без всяких дополнительных вещей. Но вот этих вот посылочках я сел вечерком на сайт объявлений и у людей с рук буквально купил очень хорошие новые вещи для этой камеры. И покажу вам сейчас тоже. Давайте начнем с камеры. Досталась она мне по очень хорошей цене. Покупал я ее в Одессе в одного человека. Как мы видим, стикер никто не открывал. Все запечатано с завода. Сейчас буду при вас ее и распаковывать. Открываем. Вот, как мы видим, сама камера. Она тут на клипсе. Комплектация у нас самая пустая. Есть один аккумулятор. На 1220 миллиампер. Аккумулятор 3 ноября 2019 года. Так как эта камера выпускается уже немножко чуть больше, чем год, соответственно, такие и даты. GoPro-шный кабель Type-C и изогнутая площадка на шлем посредством приклеивания скотча фирмы 3M. Две наклейки GoPro. Ну и сама камера, ребят, как выглядит. А спонсором показа данного видеоролика является компания Автолайф. Это надежный спутник в решении многого спектра услуг, связанных с обслуживанием вашего автомобиля. В городе Одесса в сервисе Автолайф можно отремонтировать ходовую часть, двигатель, коробку передач. Также существует услуга, которая работает на территории Украины посредством пересылки службами доставки. Это восстановление элементов декора Aquaprint. Ссылочка на Instagram будет в описании под этим видео. Так, вот что у нас было в комплекте.
Да, аккумулятор, конечно, такой очень маленький. Так, буду пробовать снять эту камеру. Упаковка очень хорошая, очень плотный картон. Вот здесь даже инструкция для чайников, таких как я. У меня камеры никогда не было никакой. Нужно что-то здесь поднять. Вот, все понятно. Эта вещь всего лишь пьедестал. Лучше бы положили чехол, но, к сожалению, вот так. Ну, ребята, вот такая камера. Не тяжелая, чтобы сказать, что она тяжелая. Ну, такая увесистая, как телефон, в принципе. Почему брал именно 8-ю версию, так как вышла уже P9. Там все круто. Все вы видели, кто интересуется этой темой. И экран есть фронтальный, все. Посмотрел столько обзоров всяких в интернете. Куча проблем. Ребята реально сдают камеры. Какие-то щелчки во время записи от микрофона. Тачскрин вот плохо очень работает. Я долго искал, полгода я не мог решиться на это. Но все-таки телефон есть телефон. Вот я, например, снимаю вам видео. Кто-то позвонил, все сбилось. Я забыл, что хотел. В общем, решил, что это все ерунда. Может, под съемку какую-то можно вести телефоном, но для именно съемок самого видео это неудобно. Да и все, оно дребезжит постоянно. Здесь же шикарная стабилизация, поэтому так. Ну что же, теперь давайте снимем винт. Нашу защелку. Защелка очень даже качественная, с резиновой вставкой. Да, вы знаете, очень даже плотное крепление хорошее. Кто интересуется камерами, знает, что здесь уже ушки идут в самой камере, ненужной рамки. Люфтик присутствует. Вот оно было здесь на пьедестале. Сейчас проверим, люфтит сильно или нет. Нет, вы знаете, там я смотрел обзоры, говорят, там плохо, оно очень сильно болтается. Ничего подобного такого нет. А теперь, ребята, давайте перейдем к этим посылочкам. Что купил я для этой камеры? Сразу купил, честно, зашел на сайт объявлений. У нас OLX в Украине такой есть. И купил, грубо говоря, с рук у людей. Вот такую карту SanDisk Extreme. Есть такие комплектации, где карта. Но вы знаете, ребят, цена просто какая-то космос. Я вот эту карту у человека купил за 100 гривен. Ну, конечно же, по традиции сейчас будет в долларах, и вы поймете, что такой цены больше нигде нет. Новая, абсолютно запечатанная карта. Главное просто поискать. Спасибо человеку, человек с Черкас. Привет, если смотрите. И вот еще женщины с города Житомир. Оригинальный запечатанный дополнительный аккумулятор. Чтобы вы понимали, цена в магазинах на него тоже, я бы сказал, космос. Но человек мне ее продал за 250 гривен. Ну, опять же таки в долларах. Сейчас вы увидите. И вы поймете, что цена это реально демократичная. Также ей спасибо. И если смотрите, вам тоже привет. Давайте будем открывать. Карта изготовлена в Китае. Камера также изготовлена в Китае. Аккумулятор тоже изготовлен в Китае.
упаковка большая, а аккумулятор маленький-маленький. Давайте сравним с этим. Вот аккумулятор отсюда. Я же говорил, дата 3 ноября 2019 года. А этот аккумулятор... О, так этот аккумулятор посвежее, ребят. Это уже 2020 года. Январь месяц. Теперь у меня их два. Планирую еще докупить. Думаю, если снимать на природе, какую-то рыбалку, там, не знаю. В принципе, с этой камерой уже у меня видео могут более быть обширными, более интересными и с лучшим качеством. Да, эта камера не для съемок в помещении, так как у меня мастерская, нужно снимать. Но я заморочусь со светом. Все знают, на эту камеру есть медиамодуль, который улучшает звук. И в нем уже есть встроенный разъем под мини-джек 3.5 для всяких внешних микрофонов или петлички. То есть и звук можно улучшить. И ставить на камерный свет. Для него есть тоже световой модуль. Скорее всего, что я его чуть позже куплю, чтобы можно было и на улице в пасмурную погоду снимать что-то там. Да, понятно, он там не будет километр. Ну, вблизи там метров 3-5, я думаю, будет нормально подсвечивать. Я смотрел, неплохого качества. Есть еще Extreme Pro, но я так понял, это не особо нужно здесь. Теперь нужно понять, как эту карту туда вставить. Сейчас я вставлю, вам дальше покажу. Так, друзья, камера производства 2019 года. Я посмотрел, там в отсеке под аккумулятор есть же стикер, все видно. 1 сентября 2019 года изготовления. Ставил я штатный аккумулятор, который был. Вставил эту карту памяти. Ну и теперь буду пробовать включать первый раз. Передняя часть, вот эта панель, такой soft touch пластик. Знаете, мягенький, как прорезиненный. Сзади тоже. А вот здесь более похоже на... Немножко даже блестит, как под металл, что ли. Как алюминий покрашенный. Но не знаю, металл это или все-таки, скорее всего, это пластик. Ушки эти, что поднимаются. Здесь 3 микрофона, есть спереди, есть снизу и вот еще один. Как мы видим, 8 Black. Тачскрин работает на 8 четко. То есть не знаю, как там у людей говорят, в 9 все очень плохо. Вот выбираем русский язык. Принимаем все условия. А теперь оно нам предлагает установить программу на смартфон. Ну, это я сделаю сейчас за кадром. Программу на смартфон я установил. Сразу же программа предложила обновиться до последней версии. Камера поменяла прошивку, обновилась, все работает, все нормально. Заняло это небольшое время, всего лишь пару минут. А теперь я предлагаю перейти сразу к тестам камеры в полевых условиях.
Ну, в общем, ребята, вот такие покупки. Камера, все в оригинале. Аккумулятор. Вот я ее включил, она работает. Я вам покажу сейчас. Вот как видно. Еще планируется докупить некие аксессуары. Думаю взять Light модуль и медиа модуль, в который можно подключать будет микрофон. Ну и звук там будет получше. Хотя тут звук тоже неплохой. Да, конечно, откровенно говоря, ждать что-то там сверхъестественное от этой камеры с такой маленькой линзой ну нельзя. В помещении при плохом освещении или там вечером, ночью, откровенно говоря, будет хуже, наверное, телефона. Форм-фактор намного поинтереснее и удобнее, нежели телефоном. Ну, скажем так, цена практически в 50% дешевле той цены, которая в магазине. Поэтому было решено взять, и я думаю, что это не зря. Кто смотрел, спасибо за просмотр. Конечно же, оцениваем. Кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мои соцсети, поделитесь этим видео с друзьями. Я вам очень благодарен. Всем до встречи.